Скоростей таких нет. Но чтобы преодолеть небосвод северного полушария за несколько секунд, понятно, что это не орбитальная скорость, да, то есть это что-то другое, техногенное, да. И когда мы насчитали их уже, по-моему, больше десятка вот таких объектов там, да, мы пошли спать, потому что их там просто, ну, действительно видно, то есть это Уральское Нагорье, да, и там ближе уже как раз к экватору немножко, да, с одной стороны, а с другой стороны середина материка евразийского, да, и там нет засветки, то есть нет от городов вот, света, да, там которые, степи и нет да, света. там ничего нет, и там абсолютно небо идет темное, шапочкой накрывая, то есть до конца, да, и можно видеть, как вот от края до края. Да, там и Млечный Путь прекрасно виден, да, то есть и все звезды. более 10 объектов мы видели, которые пересекают небосвод за несколько секунд и при этом делают геометрию полета нестандартной, то есть изменяют угол, например, да, и уходят там в сторону куда-то. Вот. То есть это явно не спутники. Явно не спутники, да. Дальше мы уже видели эти объекты вживую более близко, это на Аркаиме, уже это гора Варуна, да, где мы расположили вот этот камеры, да, на ночь поставили там уже более близкие были объекты. Самый близкий объект, ну, у меня вот в наблюдении оказался, это Тверская область, это Конаково, там пролетало в виде такого эллипса, ну, если в плоскости, если в 3D, наверное, это тарелочка. Размер ее был все масштабирование в сравнении, поэтому мы сравнивали его с сопровождающим объектом. Сопровождающий объект был, видимо, военный самолет, красная и синенькая лампочка на нем работала. Вот, и он примерно летел, ну, где-то примерно там километр-полтора вот от этого объекта. И масштаб был раз в 100 разница. То есть самолет и вот это вот объект. И когда он пролетал мимо нас, было 3 свидетеля, ну, помимо меня, еще 2 ребят, взрослые мужчины. Мы поехали вместе все на реку, детей вывезли. И детки уже, это был где-то там 10-15, 10-20, они уже забежали в палатку, уже ко сну готовились, а мы еще собирали лагерь и на улице находились. И начали наблюдать этот объект, как он вдоль реки идет слева направо, медленно, показывая себя. И у меня был нагрудный фонарь такой вот с 3 режимами. Режим яркого, среднего свечения и моргания. Я вот режим моргания этот выставил на отлетающий аппарат и мысленно просто приветствовал. А один из родителей, кто со мной был, там Александр, он среагировал по-своему, отнял у меня, вырвал из рук этот фонарь и убежал в палатку с криками: прекращайте им заниматься, они сейчас сюда сядут. Вот. Когда на следующий день мы уехали, это был последний день, то есть мы там 3 дня находились на реке, и мы уехали вот на следующий день оттуда, отвезли там деток по домам, все. Где-то через неделю встретились на работе, чтобы фотографиями обменяться. Тогда еще не было вот этого, быстрого обмена этих WhatsApp. Ну, мы встретились. И оказалось удивительно для меня то, что один из ребят, Сергей, он прекрасно помнил картину происходящего, а тот, кто забрал фонарь, он на нас смотрел как на умалишенных. Да, фантазеров, и говорил: ну, этого ничего не было. Вы все придумываете, вы мне рассказываете, я этого ничего не помню, ребят, вы, наверное, применили какие-то средства там алкогольные. Вот, чего не было. И прошло 2 года, и совершенно случайная ситуация, мы собрались втроем, и вот этот Александр, он нам рассказывал эту историю. И спрашивал, помним мы ли это? Вот.
Ну, кстати, такие случаи часто. Удивительно, то есть вырезано был кусок памяти на какой-то период времени, и потом ему вернули. И он нас спрашивал, помним ли мы это. Вот. И описывал нам эту ситуацию. Вот так вот. Ну, с людьми происходят такие события, когда кто-то вот прям из наблюдателей, прям несколько человек помнят и могут все описать дословно, а несколько человек могут сказать, там же находились, да, и я вообще ничего не помню, нет, как это, когда это было, нет, вообще не не было. помню. Вот. Да. Хотя это прошло там недели всего от времени события. А у тебя тоже, Игорь, такие случаи были? Ну, мне просто рассказывали сами очевидцы о таких случаях. Вот. Хотя я и сам наблюдал несколько раз очень интересные объекты тоже. Один из самых таких, может быть, для меня интересных моментов наблюдения, тем более это было-то всего там 2 года назад, не прошлым летом, а позапрошлым летом, вот на реке Нара, мы в составе группы просто медитативно вызывали вот по технологии Ричарда Грира, как бы вызывали НЛО. А Аркадий вот Гращенков, он как раз с Гриром там общается в интернете, он там нам эту технологию все рассказал. Ну, что самое интересное, то, что я вот прям смотрю на точку в небе и думаю, вот отсюда сейчас они вылетят. И точно вылетает такой, как тик-так, вот такой формы, как бы объект закругленный, эллипс такой, приплюснутый, такого цвета ртути сияющего. И вот он прям к нам подлетает, и мы втроем стоим, смотрим, рты открыли. У меня, естественно, сердце бьется, потому что я чувствую, что это все контакт, вот они к нам летят, все на самом деле, то есть это не шутки какие-то. У меня в голове сразу, что все наши мысли они читают просто на раз, как, не знаю, как книжку какую-то. Я Аркаше говорю, снимай, а то нам никто не поверит, снимай. И он полез за телефоном, и только он его там включил. Блин, этот объект просто как будто растворился в воздухе, и все. Уже... вам показалось, да. но не для всех. То Но есть он это уже надо было, да. 3/4 расстояния вот из-за леса преодолел в нашу сторону, и тут он исчез. Вот в тот момент, когда он включил... Видимо, они поняли, что мы их фиксировать решили. Но нам какого-то запрета вот внутреннего мне не поступало, например, поэтому я ему сказал. Хотя я потом подумал, думаю, нафига вот я это... Сейчас бы вот прилетели, пообщались, а уж потом бы было что вспомнить и рассказать. Вообще, эта тема интересная. Вопросики бы задал хорошие Да, там, да. да. И Мы это, готовились же, конечно. готовились Вот это же. вообще технология какая-то странная, интересная. Ведь ничего сложного нет. Вот пару слов Нет, расскажи, что это за технология. расскажи, Потому да, что, на про самом неё. деле, они всем предлагают вот этот эксперимент провести. Технология такая. Ты закрываешь глаза, просто находясь где-то в месте, где нету Природа. поблизости никаких вот свидетелей там лишних и все такое. На природе. На лоне природы это самое лучшее. Вот. И представляешь себя на орбите, в космосе, вот, на высоте тех объектов, которые там летают над нами, там той же станции, то есть километров 250-300, но уже за пределами атмосферы. Представляешь себя и призываешь тех, кто наблюдает за нами на Земле, пообщаться, просто выйти на контакт. Что мы вот хотим с вами выйти на контакт, рассказать, что у нас тут на Земле происходит, что хотелось бы решить, какие вопросы, может быть, посредничать как-то, знаешь, помочь там, найти общий язык с человечеством, с людьми, там, может быть, даже с какими-то членами правительства и все такое. Чтобы уже контакт этот состоялся, чтобы мы поняли, что не одни во Вселенной, что за нами есть присмотр. Вот. И тогда у вас есть возможность, значит, законтактировать с этими высшими, как говорится, цивилизациями, которая, возможно, нас и поселила на этой планете. Вот. Но наблюдают точно. И вот решили попробовать. Вот был первый такой эксперимент. Возможно, что и второй, третий раз что-то произойдет. Но на второй раз, кстати, вот мы приезжали уже в прошлом году, но почему-то не было такого момента. Да. Игорь, Но Аркадия с нами не был. Может, Аркадий каким-то проводником является. Он вообще очень странный человек, конечно. Вот он нашел у себя там на столе кусок какого-то материала, который, исследовав, оказалось, что в нем там... Расскажи про в Америку на конференцию, да. как его мы решили там потом отправить. Он здесь провел несколько экспертиз таких, которые показали, что в этом образце несколько там десятков металлов разных.
То есть спектрограмма показала, не земной что... сплав, ну или как. Не, ну металл это как бы определенный, но просто он настолько легкий, как графен. То есть мы его клали на лепесток там маленького цветочка, он вообще не прогибался. То есть он как пушинка. Вот. И он один кусочек этого образца отправил в МУФОН, потому что здесь никого не интересовало, ни в Академии наук, ни в Министерстве обороны, а он обращался, он хотел, чтобы исследовали и, ну, как бы сказали, что это такое, либо это из компьютера что-то вывалилось у него, либо это реально какая-то инопланетная технология. А он общался там со своим каким-то протеже, которого он называл Толику. Тот ему рассказывал о том, что будет в будущем, но через десятки тысяч лет. То есть не сейчас... Сереж, извини, я тебя перебью, чтобы понятно было. Да. Что вот этот Толику, то есть это какой-то внешний разум, что ли, получился? Да, то есть это вот как бы его собеседник, с которым он общался. Ну, это можно, конечно, было и за шизофрению какую-то принять, или какое-то заболевание, там, раздвоение личности. Но он такой странный был, этот Аркадий. Почему говорю был? Потому что вот он на полгода уже пропал, ушел на СВО, и мы о нем ничего не знаем. Ну, с 3 февраля точно не, пока, к Да, сожалению, да, не нет появлялся сведений, он да. в сети. Мгм. Вот, не звонил, не писал. Ну, вопрос в чем? В том, что он отправил ему МУФОН. Там тоже провели 2 экспертизы, заинтересовались этим образцом. Я так понял, что дошло это до Маска, потому что он и Маску написал в Телеграме, что он отправил в МУФОН, а Маск, видимо, направил каких-то сотрудников ЦРУ в МУФОН, чтобы те изъяли этот образец. И так и произошло. Они пришли прямо домой там, к одному из руководителей МУФОН, я уже забыл, как его, ну, могу вспомнить. Есть, есть Да, там где-то, какой-то да, Борис. да. Вот. И, короче говоря, забрали этот образец, Да сказали, украли. да, Это не никому. его было, это ему не в подарок пришло. Это Да, отдали да. на исследование, он просто спер. Они сперли просто. Да, Это просто забрали и все. своровали. Да. Кстати, вот там переводят потом вот это все, да, наверное. Да. А Было на бы эту, здорово, а на чтоб эту- вернули. на эту тему уже была конференция назначена по датам. Они даже Аркадия пригласили туда на эту конференцию, готовы были ему там оплатить перелет, но, к сожалению, визу не дали. Вот. По этим же причинам они же. Да, скорее всего. Ну, Игорь, ты можешь еще уточнить, он же 2 куска отправил. да, вот Да, я и хочу вот, сказать, да, что он да, отправил к этой конференции еще второй кусок, который они и показали, который они вот с этими анализами По CNN или продемонстрировали, везде там да. потом прошло, да. И это было и в интернете, это люди сидели в зале, там по $1000 продавали билеты на эту конференцию. $100 нужно было заплатить, чтобы просто участвовать онлайн. Вот, то есть они там неплохо так заработали на этой теме. Ну и главная нормально. тема вот этой конференции них была как нормально. раз вот этот вот материал, который предоставил вот этот Аркадий. Так что Аркадий прославился в Америке, но, к сожалению, как бы никаких преференций он не получил. Вот. Насколько это действительно... Я, например, ну, скептик. Еще и своровали наш артефакт из России. Да. получается. Ну, а вдруг действительно это материал, который позволяет там Новые материалы да, температуры создать или- выдерживать, да, очень большие. И в то же время легкий очень. Вот сейчас Николай пишет, искусственный интеллект потом читает, так что Может быть, радиацию. верните нам, предотвращает. иначе вы нам должны очень много. В размере, наверное, на 1000 умножить в платине. Да, а то мы напишем Трампу. Не надо никому писать, просто мы обозначаем, что вы нам должны. Потому что мы вам отсюда отправили по доброй воле на изучение, а вы сперли. А раз вы украли, значит вы нам должны. Ну, если грамм... А раз должны, значит мы можем обозначить цену. Значит умножаем на 100. Коллеги, Да, у меня же с ладно. собой есть волшебный чемоданчик. Есть, А доставай. что в волшебном чемоданчике, Игорь? Вот это Я очень уж важно. не буду жить рядом, Да, историю. да. Я же Да, рассказывал тебе эту да. историю про этот обломок НЛО. У нас с Ну собой да, есть да, обломочек. можем Ну, мы его продемонстрировать. прокомментируем сейчас. Опять уходим в мой волшебный чемодан. Давай на паузу нажмем. Я сейчас выключу баню там немножко, и мы... Вот ты там форточку приоткрой, может, немножко, или как. Причем Да, форточку открою. Там больше сейчас 130 градусов, мы сейчас сдохнем. Ну короче. да. Температура больше 5000 градусов, понимаешь? Давай сюда, Да, передай. А мы ее да. вот так вот... Ну вот да, ну, тут хорошо. И выдержать может только вот вольфрам. Вот, да, расскажи. вот эти волшебные Да. кусочки, да, Расскажи я их эту помню. тайную историю обломка НЛО, который у Субботина хранится. Ну да, на Кольском полуострове был найден вот обломок такой металла интересного. То есть, с одной стороны, видно обработка его. То есть, видишь, вот эти параллельные линии, которые Ну да, нарезки. были обработкой. Давай мы на луп Да. покажем вот так. Сам металл
обладает удивительной частотой. В земных условиях его пока еще в такой частоты никто не смог получить. Там был 99,5% частота вольфрама. А здесь вот по заключению экспертизы 99,9%. И содержание каждого отдельного элемента примеси не превышает 0,01%. То есть получается 10 каких-то примесей, возможно, но в очень маленьком количестве. Вот. Интересно, вот поверхность его, внутренняя, то есть это, скорее всего, к температурной камере было повернуто, то есть где была высокая температура. И видно даже, что материал пенился, кипел. Да, кипел. Это вот человеческое изобретение, то есть это обломок вот сопла ракетного, где тоже видно, что там и керамика, и вспененный металл, да. И сам материал тоже интересную имеет кристаллическую структуру, в принципе, как и здесь. То есть он был выращен не отлит, а выращен как кристаллическая структура, то есть как кристалл. Понимаешь, чем он отличается? Ну да, Игорь, вот это ты важное пояснение сделал. На самом деле мы делали же еще у вот этого вот образца, который ты сейчас в руках держишь. Смотрели его под электронным микроскопом, мы это подложим потом, я покажу, при увеличении в 10 тысяч крат. Электронный микроскоп такой позволяет. Да. И вот тот лаборант, который помогал нам проводить исследования, был очень удивлен, потому что мы сначала, вот как ты говоришь, думали, что это каверна от кипения, а на самом деле оказалось, что это кристаллы вольфрама. Там вот очень хорошо на электронном микроскопе видно, они прям вот конуса, то есть вот это верхушка конуса, вот эти вот пузырьки. На самом деле это вот именно кристаллы вольфрама, конусообразные. Понятно. Ну вот когда делают лопатки для реактивных двигателей, для сопел. Для сопел, да. Для турбин, вернее, реактивного двигателя. Там тоже используется такой сейчас метод, как выращивание кристаллический. То есть, если раньше их просто выпиливали, там напыление было, газотермонапыление. Да. Это метод называется высокоскоростное газотермонапыление, 25 тысяч метров в секунду там полет частицы, вот это идет, и там высокая адгезия. Понятно. Адгезия — это частица в частицу входит внутрь, да, и слипается. Ну да. Вот. Слипание частиц, да. То есть это, по сути дела, выстрел из пушки материалом, то есть высокой скоростью, с большим давлением. Ну, кстати, вот последние такие Самое сверхвысокотехнологичные крутое напыление у нас на территории материалы. СССР, это в Беларуси, в Минске делается. А где, Игорь, ты говоришь, самое крутое? Ну, это Саша говорит, что в Беларуси В делается Минске такое. у нас в НИИ металлов это делается, вот эти лопатки все напыляют. Ну, просто сейчас вот технологии наши позволяют таким образом делать детали для различных высокотехнологичных производств. А как мы получили эту технологию, мы же никому не рассказываем. То есть, либо это наши ученые додумались своими мозгами это делать, либо они взяли какой-то образец, который они изучили, посмотрели и решили его повторить. То есть, реинжиниринг. И многие ученые, кстати, об этом не скрывают и говорят в открытую, что, так, например, вот объект, который был под Таллином найден, там, в 70-е годы, его, скорее всего, все-таки извлекли, изучили, и многие технологии из этого объекта перешли, так сказать, к нашим ученым. Это куда еще Марина Лаврентьевна Попович, по-моему, ездила изучить. Да. Идеев, по-моему, там. Идеев же, по-моему, потом как раз рассказывал, что он порошок, даже статья где-то есть, порошок из летающих тарелок, что они вот порошок это использовали в идеевских вот этих странных разработках. Ну, в принципе, хоть он был очень прочный, этот материал, но он подвергался воздействию сверления. Последний доклад военных был на тему использования обшивки НЛО в танке «Армада». Это рассекреченная то, что вот эта информация. Это 2014 год. То есть уже была информация о том, официально о том, что да, использованы были технологии обшивки НЛО для того, чтобы создавать частицы брони «Армада». И да, вот этот материал, он... Я думаю, поверхность вот сегодняшних ракет, которые достигают 18-30 махов, да, это тоже технологии, которые нам были изучены, нами были Поверхность изучены. достаточно тяжелый материал.
То есть это не Ну, исходя из того, что... вес золота почти. Вольфрам, он Вольфрам, такой же да. почти по весу, как и золото. Поэтому американцы и делали вот эти вот фальшивые слитки, которыми с Китаем решили с Китаем расплатиться. Да. рассчитывались, да. Но китайцы это быстро просекли и, так сказать... Это была очень милейшая и интересная история, про которую, наверное, мало кто знает. Да. Когда Мало кто знает, Китай да. затребовал из Форт Нокса вернуть, скажем так, определенное количество золотых слитков. А в итоге слитки были возвращены, но как оказалось, что это был позолоченный вольфрам. Да. Подделку вернули. Да. Ну, а что, слиток, большой слой, там золота, всего там пару Опять миллиметров. мошенничество. Да. Да. Вес одинаковый, то есть он как бы совпадает по весу. Кстати, предъявляем факт мошенничества. Они тогда предъявили. Ну, сейчас вот тоже, немцы да, хотят предъявляем, ребят. забрать, факт. пусть сразу Пускай пилят. искусственный интеллект переводит там на это Маск там. Так что Привет. Да, Ильф и Петров, давайте, они ребят. были прозорливые ребята. Возвращайте Когда, всё на помнишь, свои эти места. геи-то пилили, думая, что они золотые. Мгм. Ну, вот поэтому надо слитки тоже пилить, прежде чем принимать их в большом объеме. Ну, так-то золото это просто технический материал. Но тем не менее, да.